Когда у нас появляется переживание, то у нас выделяются глюкокортикоидные гормоны или глюкостероидные гормоны. Это гормоны надпочечников. Обычно это кортизол. Вот такой кортизол, он должен расщепляться, и он должен становиться гидрокортизоном и восстанавливать наши суставы. Либо он должен становиться норадреналином, адреналином и так далее. Также он не формируется в случае, если у человека недостаточная выработка половых гормонов. Смотрите, у мужчины стресс, половые гормоны недовырабатываются, появляется побочка в виде вот таких проблем, которые возникают. Чем это все можно лечить? Путем увеличения приема препаратов, стимулирующих выработку половых гормонов. На первое место я ставлю препарат Трибулус, и на второе место ставлю препарат Мускус. Итак, Мускус 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день, Трибулус по 1 таблетке 3 раза в день. Это улучшит общее самочувствие, улучшит рост волос и ногтей, появится мышечный тонус. Вот такие проблемы, как потеря мышечного тонуса, которая возникла у вашего друга Димы, из-за этого он тянет ногу и так далее. Это все связано как раз вот с данными гормонами. Третье. Это может быть ревматоидные процессы. Именно поэтому я бы рекомендовал начинать лечение со сдачи анализов. Необходимо сдать анализы антистриптолизин, С-реактивный белок, ревмофактор и посмотреть, нет ли у него ревматоидного заболевания. В случае, если ревматоидное заболевание или один из показателей, которые я сказал, у него увеличены, то переходить к лечению данного заболевания. В случае, если у него развивается какое-либо заболевание мозга, допустим, это может быть рассеянный склероз, то необходимо сделать еще и МРТ, то есть сделать магнитно-резонансное исследование и посмотреть, в нормальном ли, или компьютерную томографию мозга, и посмотреть, в нормальном ли состоянии находится мозг, нет ли поражений мозга. Я считаю, что это не навредит, а может быть полезным. И даже в случае, если ничего там нет, то это хорошо, убрать вот такие проблемы. К чему я начал говорить о вообще гормонах и почему начал разговор с этого? В случае, если у человека поднимается стрессовая ситуация или у человека появляется стрессовая ситуация, то она может приводить к повышению тромботизации сосудов. И повышение тромботизации сосудов и увеличение сворачиваемости тромбоцитов напрямую зависит от адреналина, который человек получает на фоне его переживаний. То есть человек переживает, он находится в стрессовой ситуации, и его реакция организма делится на три типа. Разные люди по-разному это все воспринимают. Первый тип — это спазмы, то есть у человека появляются спазмы, они могут быть сосудистые, то есть у человека поднимается давление, у человека повышается артериальное давление, начинает происходить сбой ритма сердца, появляется головная боль, глаза хуже видят. Такой дебют может в дальнейшем привести к хроническому заболеванию сердца, сосудов сердца, вообще к нарушению деятельности кровеносной системы. Второй вариант. В тот момент, когда у человека появляется стресс, человек реагирует своей поджелудочной железой. У человека поднимается глюкоза, ему хочется пить. Это все чревато тем, что у человека может формироваться, в это время снижается иммунитет, появляется заболевание сахарный диабет первого типа или сахарный диабет второго типа. Что необходимо делать? Необходимо лечить поджелудочную железу, необходимо принимать препараты успокаивающие. Третий вариант, тот, который я сказал, это снижаются мужские или женские гормоны, происходит увеличение кортизола, происходит увеличение адреналина, тромботизация сосудов. И в первом, и втором, и в третьем случае элементами, возбуждающими эти процессы, является стрессовый фактор. Как справляться с стрессом человека и так далее, в ходе и дальше огромное количество людей, которые проходили эти исследования, где проводились эти исследования, такая монография, аудиомонография выложена на моем официальном канале Андрей Дуйко, называется Magnum C300 или лечение магнием, я уже не помню.
Проводились исследования, когда человек или группа людей, принимающие магний, жили в обычной жизни. И вот в таких исследованиях участвовали молодые люди, взрослые люди, люди престарелого возраста и среднего возраста и так далее. Разного характера жизни, без заболеваний, с заболеваниями и так далее, категории. И было выяснено, что длительное применение препаратов магния хотя бы 1-2 месяца привело к тому, что у многих людей начали исчезать заболевания. То есть там от дисменорреи, то есть это задержка менструации, до импотенции, это все уходило на фоне приема магния. Также исчезали заболевания ревматоидные, гастроэнтерологические рефлюксы, заболевания гастрита, исчезали плохой запах изо рта, уменьшались показатели избыточного веса, люди справлялись с дальнейшим заболеваниями сердца. Я дополнил это все и хочу сказать вам, что длительное употребление препаратов магний B6, допустим, в комплексе, потому что они в комплексе очень эффективны. Длительное употребление препарата магний 6 2 месяца, 3 месяца может вас привести к тому, что вы похудеете, успокоитесь, не будете так реагировать на стрессовые ситуации, улучшатся показатели желудочно-кишечного тракта, перестанет быть запах изо рта, меньше начнете болеть вирусными заболеваниями, исчезнут гипертонические кризы, гипертония может и нет. Пропадают какие-либо тики, то есть если есть подергивание лица или какие-то движения при фокальной дистонии, улучшится восприятие, исчезнет давление в глазном яблоке или в сетчатке глаза, улучшится состояние вен на ногах, состояние сосудов, улучшится зрение и так далее. И это все за счет просто применения обычного препарата магния. Можно взять любой магний B6 или просто магний любой компании и попринимать. Одна из особенностей магния заключается в том, что он не цитотоксичный. Его переизбыток свободно выводится из нашего организма. Также хочу сказать вам, что не нужно принимать магний и калий одновременно. Именно поэтому я где-то противник применения магния и калия, потому что они между собой являются где-то антагонистами. Поэтому в случае, если человек принимает препарат аптечный, мы все знаем его название, в котором находится магний и калий напополам, то я считаю, что применение данного препарата должно быть немного исследовано. Потому что магний подавляет калий, а калий подавляет магний. Применение калия и магния одновременно не очень хорошо. Но особенность применения на протяжении дня в разное время и калия и магния актуальна и востребована. Поэтому калий можно принимать и через 6 часов принимать уже магний. Так как через 6 часов магний, избыток калия будет выведен из организма. Точно так же, как избыток магния, тоже будет выведен из организма через 1,5-3 часа. Поэтому прием магния даже в больших количествах совершенно безопасно для человека, в отличие от калия. Калий в больших количествах не очень полезен, потому что может привести к отеку почек, накоплению и калиенурии. Именно поэтому магний безопасный, а с калием нужно чуть. Итак, и второе, конечно же, во всех этих 3 аспектах существует слово, оно называется реакция на стресс. Ну и, конечно же, в это время, где бы вы ни находились, вам просто необходимы препараты, которые будут вас успокаивать. Это препараты, которые необходимы сейчас вообще всем людям. Это препарат на первое место Сирантала, если уже дошло до панических атак, то еще и Поставит. Сирантал и Поставит способен психическую систему обновить. Поэтому принимайте Сирантал и Поставит по 1 таблетке 2 раза в день. Если у вас угрюмое настроение и угрюмость, ничего не можете с этим делать, все, что вы читаете, все, что в вашей жизни происходит, все вызывает состояние подавленности, нет никакой радости, мир потемнел, вы потеряли смысл жизни, это говорит о том, что вам не хватает дофамина. Существует прекурсор дофамина или вещество, которое может помочь нашему организму выработать дофамин, гормон радости. Это вещество называется L-триптофан, то есть прекурсор
аминокислота L-триптофан, которая способна в нашем организме в дальнейшем стимулировать или формировать дофамин или допамин. Вот такое вещество L-триптофан можно приобрести на моем сайте tibetan-formula.com и принимать его для того, чтобы была радость. Со временем принятия вы сможете увидеть, как каждое утро ваше настроение будет улучшаться. И вам будет все легче и легче просыпаться. Будете находить силы для того, чтобы изменить свое мировоззрение, настроение и так далее. Менее активно будет перевозбуждаться, истощаться ваша нервная деятельность, будете более ровно воспринимать стрессовые ситуации. И, конечно же, это все будет очень активно помогать вашему организму справляться с остальными заболеваниями, первопричиной которых являются, прежде всего, стрессы. 3 вида есть первопричин заболеваний. Первое — это экология и тяжелый труд. Второе — это стрессовые ситуации. И третье — это плохое питание или переизбыточное питание. Все эти 3 компонента — это экология или холод или жара. И второе — это психическое истощение психической нервной деятельности, которое приводит к истощению центральной нервной деятельности и к сбоям всего эндокринного состояния организма, и, как правило, к тяжелым заболеваниям. И третье — это питание. То есть это питание с высоким количеством углеводов, которое приводит к ожирению, к появлению инсулинорезистентности, к появлению инсулинорезистентности — это повышенное количество инсулина в жировой клетчатке и так далее. Это все в комплексе может приводить к разным заболеваниям. Их течение этих заболеваний, развитие может идти в комплексе. То есть у человека может все 3 первопричины и все 3 компонента быть одновременно. То есть может быть жара приводить к тому, что угнетается, уменьшается витамин D, что приводит к иммунному дефициту за счет ухудшенной работы щитовидной железы. В этот момент ей необходимо больше йода, а йода нет. После этого еще и стрессовые ситуации, малоподвижный образ жизни, заедание все конфетами, бессонницы, приводит к тромботизации сосудов, появлению аутоиммунных заболеваний, ревматоидному артриту, к артрозам, к появлению заболевания мочекаменному. Это все еще дополняется алкоголем, который дополнительно сначала возбуждает нервную систему, после этого угнетает. Истощение нервной системы происходит. Истощение нервной системы, вырабатывается дополнительно адреналин. Адреналин приводит к появлению тромбоцитов. Это все тромбирует сосуды, приводит к появлению первых протрузий, возможно, в позвоночнике, листозов каких-либо, появляются окклюзии сосудов, атеросклероз и так далее. Это все такой бесконечный, прекрасный, замкнутый круг, который всеми способными и возможными методами пытается уменьшить количество лет в нашей жизни.